нашем мире есть такие места, где природа сохранилась практически в первозданном виде. Здесь людей с большой землей связывает только узкоколейная железная дорога, проложенная сквозь глухую тайгу и болото. В этих местах царит атмосфера таинственности, а в лесу вероятность встретить диких животных гораздо больше, чем выброшенную пластиковую бутылку. Сегодня мы отправились именно в такое место, где природа живет сама своей жизнью, а цветы просто цветут для себя. Это будет путь по Алапаевской узкоколейной железной дороге. Первую часть пути мы проделали на поезде, в котором всего один необычный вагон. Он намного уже и короче тех, которые ходят по простой железной дороге. Ведь ширина колеи здесь составляет всего 75 сантиметров. Выглядят такие вагоны очень неустойчивыми. Так оно и есть на самом деле. Во время движения из-за неровностей пути вагон сильно раскачивает из стороны в сторону. Ощущение, как будто плывешь на небольшом корабле по волнам. Скорость поезда из-за плохого состояния путей очень небольшая, около 20 км в час. В холодное время года такие вагоны отапливаются дровами. В центре вагона расположена старая, но надежная металлическая печь «Буржуйка». Пассажиры чрезвычайно рады наличию такой печи и говорят, что в морозы в вагоне очень тепло. Узкоколейная железная дорога появилась здесь более 100 лет назад, и прокладывалась она в труднодоступные районы для снабжения древесным углем, железоделательного завода и ближайших поселений древесиной. Протяженность основной ветки составляет 150 километров. В начале века начали появляться множество поселений. Прошло время, и промышленная необходимость в узкоколейке пропала. Многие пути были заброшены. Тем не менее, узкоколейная дорога – это единственный путь сообщения лесных поселков с большой землей. Для них она стала настоящей дорогой жизни. Постепенно железная дорога в отдаленные поселки стала разрушаться, и поезда перестали ходить по аварийным участкам. Многие лесные поселки оказались в изоляции и были расселены. Там остались только люди, которые отказались покидать свои дома и переезжать. В некоторых поселениях остались буквально по 4 человека. Сейчас они живут в окружении тайги, практически в автономном режиме. А до поселков на центральной ветке и в город добираются на личном самодельном транспорте, на мотодрезине. Такой вид транспорта здесь называется пионерка, бешеная табуретка или беда. В тех участках, где шпалы уже изношены и поезда пройти не могут, такой вид транспорта – это единственный возможный вариант.
Конструкция пионерки очень проста. Это тележка с колесами для железной дороги и двигатель от мотоцикла. Как только мы начинаем движение, становится сильно не по себе. Пионерку сильно кидает из стороны в сторону, на стыках рельсов, а держаться особо не за что. В голове возникает только один вопрос. Зачем я сюда залез? Особенно сильно напрягаешься на поворотах, ведь железнодорожная колея всего одна, а движение дрезин никак не регулируется. Кто движется навстречу и с какой скоростью, ты не знаешь. Эффективность тормозов, особенно в дождливую погоду, какая была сегодня, оставляет желать лучшего. Тормоза — это сомнительная на вид колодки и ручной тормоз в виде палки на запасной случай. Наш водитель сохраняет хладнокровие. Он внимательно вглядывается вперед в поисках встречного транспорта. Как только встречная дрезина появилась, первая задача — остановиться, а затем кому-то придется снимать свою дрезину с рельсов, чтобы пропустить другого. Люди, которые нам встретились, все понимают, ведут себя приветливо и уступают нам дорогу. Сейчас большинство людей живет в городе, и мы являемся самым благоустроенным поколением людей за всю историю человечества. У большинства людей есть автомобили. Мы можем общаться по видеосвязи, несмотря на расстояние. Мы можем купить себе вещи и еду, даже не выходя из дома. Но при этом люди сейчас не самые радостные. А такого счастливого приветствия, как у этих людей, в лесных поселках, в городе я не видел давно. Когда ты проезжаешь мимо, машут вслед и приветствуют тебя с улыбкой. Когда ты видишь заброшенные дома и целые поселки, ты понимаешь, что здесь когда-то кипела жизнь. Люди собирались во дворах, на праздники, а кругом бегали и играли дети. А потом поселения начали пустеть. И именно в таких местах ты глубоко ощущаешь кратковременность пребывания человека в нашем мире. Это не плохо и не хорошо. Просто испытав такое чувство, ты больше начинаешь ценить каждое мгновение и делаешь только то, что действительно имеет значение по-настоящему. Ведь здесь узкоколейка — это дорога жизни. Она доживает свой век, пока здесь живут люди. Когда-нибудь люди уйдут, и природа возьмет свое. Но что ни говори, а узкоколейная железная дорога — это свой отдельный мир, своя культура и уникальный быт. Когда ты движешься на дрезине, а кругом проплывают тайга, болото, лесные поселки, ты будто погружаешься в историю. Кажется, ты прокатился не на дрезине, а на машине времени.
и отправился в прошлое. Это легко. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А свои отзывы оставьте в комментариях. До встречи!